Привет! Это видео для вас. Загадайте вашего мужчину. И я здесь для вас на картах Ленорман посмотрю вашу совместимость. Это экспресс-расклад, он покажет, по судьбе ли вы друг другу, и что между вами есть, было и будет, какие у него чувства, мысли и что он будет делать, независимо от того, на какой стадии ваши отношения, потому что мы здесь смотрим глубоко, именно по судьбе ли вы друг другу. Эти карты все покажут. С одной стороны, это вы сверху, ваш сигнификатор, а это значит, что хоть и расклад общий, вы ко мне пришли на консультацию. И здесь будет ваш вариант обязательно виден. Я выкладываю ряд карт в линию от вас и ряд карт в линию от вашего мужчины. Загадайте вашего мужчину, представьте его себе, но не сильно напрягайтесь, а просто ненавязчиво, как бы разговор с другом, да, только тогда карты начинают открываться. Если мы сильно стараемся и делаем такую бешеную настройку, это только отвлекает. Итак, по судьбе ли вы друг другу? Я расклад уже почти закончила, вначале выложу, а потом буду рассказывать вам. Есть ли вы в судьбе друг друга? Судьбоносные карты, такие как крест, ключ, якорь, это судьбоносные карты. И они покажут, по судьбе ли вы друг другу. И вот я сказала о том, что и вышло, правда? Удивительно. Карты гадают, и они приглашают нас смотреть расклад, потому что они хотят со мной кооперировать, хотят со мной разговаривать. Независимо от вашего знака зодиака или в тот момент, когда вы нажали посмотреть, именно ваш судьбоносный момент. Смотрите, всего лишь 5 карт в вашем ряду и 5 карт в его ряду. У него самая близкая карта к нему – это карта клевер. А карта клевер говорит об удачной встрече. О том, что эта встреча была запрограммирована судьбой. И если у вас встречи еще не было, кстати, здесь тоже можно просматривать мужчину будущего. Потому что этот расклад, он для всех. Для тех, которые даже еще не имеют мужчину. Здесь можно просмотреть будущего мужчину. И будет явно видно, по судьбе ли вам встретить свою любовь. Во-первых, карта ключ. Глубоко магическая карта. Она привлекает любимого. Она привлекает отношения. Она делает так, что ваша встреча будет возможна. Это, в принципе, зазыв мужчины, карта ключ, да? И ключ у вас буквально рядом с вами. По судьбе вам встреча с ключевым мужчиной для сексуальных отношений, плетки. Мужчина постоянный, верный. Этот мужчина уберет у вас негатив, потому что следующая карта крысы. Крыса – это карта негатива, который мог передаться по роду. Это может быть и венец безбрачия, и родовое проклятие, потому что крест – это то, что по судьбе родовое, ну а крыса – какой-то негатив. И вот по судьбе вам встретить мужчину знаменосного, который уберет родовую карму. Здесь крысы проходят, когда вместе с крестом в сочетании, это как родовая карма, то есть кармический узел в отношениях. То есть вы встретите мужчину по ключу, удачная будет встреча, внезапная, может быть, даже, или вы уже встретили его, потому что у него рядом клевер. Этот мужчина будет страстный любовник, поскольку медведь вместе с плетками. Медведь – это мужчина состоятельный, сильный. Такое крепкое мужское плечо и тоже очень крепкая воля. У него воля, такая сила мужская, да? Очень скоро. Карта коса – это скоро. Скоро именно постоянная встреча. У вас, может быть, были отношения до сих пор, но они были непостоянные. То есть мужчина мог быть непостоянный. Он то приходил, то уходил, то вроде серьезно относится, то опять пропал, то опять появился. В общем, такой нерешительный, несознательный, как мы говорим, мужчина, который бегает то туда, то сюда. Может быть, даже где-то был треугольник по якорю и косе. А сейчас буквально произойдет встреча. Сад – это общество, встреча будет в обществе. Это где-то, может быть, по месту жительства, но также сад часто это интернет. У вас может быть встреча по интернету. Может быть, сайт знакомств какой-то проверенный. Девочки, сайт знакомств очень часто приводит к длительным настоящим отношениям, потому что там можно найти человека, который вам подходит. Конечно, нужно применять логику и быть аккуратным, не попасться в руки
пройдохе какому-нибудь, такие там тоже есть, но они обычно дают о себе знать. Такие мужчины, которые хотят вас использовать, они не будут хотеть с вами встречаться. Они захотят только переписываться. Они захотят каких-то странных вещей. Они могут просить денег у вас и говорить, что он вам это, и это, и это купит, и приедет, и все даст, и вас вызовет, заплатит. А вот сейчас у него сложное положение с деньгами. Вот сейчас ему нужна помощь, потому что он там где-то в Соединенных Штатах Америки оставил настоящее наследство от миллиардерши прабабушки. А вот случайно оказался в Южной Африке в тюрьме. И вам нужно, ему нужно спастись, чтобы он к вам смог приехать. Или же он, как приедет в Штаты, он сразу вас вызовет и купит вам билет. Такой мужчина врет, девочки. Это, как говорится, красными нитками шито, да? И здесь вам звоночек, он, конечно, врет. Или, например, мужчина из другой страны и говорит, что да, мы будем просто переписываться, нам еще не время встречаться. Или мужчина из вашего города говорит, да, зачем нам встречаться, давай будем только разговаривать. Это все пройдохи. Их видно. Но по статистике сейчас браки, большинство, они стабильные, надежные, счастливые семьи. И все начинается с интернет-знакомства у очень многих людей. Так что ушли в те времена, когда нужно было бояться интернета. Теперь интернет – это хорошо, но с головой. Да? Выходит карта САД, и мне нужно было это все сказать, потому что карта САД, она говорит об обществе. Это мировое сообщество, понимаете? Вам наверняка по судьбе в мировом сообществе искать. Карта САД может предполагать по интернету, вы познакомитесь, но человек будет жить в вашей стране и в вашем даже городе. Просто вы по-другому бы, никак не встретились. По-другому ваши дорожки никак бы не пересеклись, потому что сложно друг друга найти друг друга, да, только если там познакомит кто-то, если случайная встреча. Девочки, это уже не 19 век. Мы не можем сидеть сложа руки ждать, пока вот этот мужчина появится, будет нас искать. Нужно брать судьбу в свои руки. Здесь у вас коса вместе с сад. Коса и сад – это брать судьбу в свои руки и искать. И я скажу вам сразу, вам по судьбе ключевой мужчина. Ключ прямо рядом с вами. Да, сексуальный по плеткам, да, деятельный по плеткам, да, бизнесмен по плеткам, серьезный, работящий, не боится работы. Это все плетки. Медведь, который хочет иметь свое достойное хозяйство, конечно, свое имение, свою жену, партнершу. Ищет вас, и вы его ищите. Будьте активнее в этом, потому что коса говорит, что многие девочки не активные. Поэтому коса вышла в его ряду. Он вам просто говорит, мы его здесь вызываем, и он вам говорит откровенно, ищи меня, я тебя ищу. Ищи меня, и мы тогда друг друга найдем. Да, это может быть интернет-сад. Конечно, в некоторых случаях вас познакомят знакомые, друзья. И карта собака, главное, что он будет ваш друг души. Я уже много раз говорю, когда выходит собака, это друг души. Может быть, вы уже встречаетесь, и вы спрашиваете в этом раскладе, по судьбе ли мы друг другу, да? Будут ли у нас стабильные, долгие отношения? И этот ли мужчина мне послан самим Творцом? Этот расклад показывает, да, во-первых, крест – это судьба, и я смотрю вертикали. Если по астрологии, нужно смотреть вертикали. Мы видим крест и собака. По судьбе именно тот мужчина, которого вы сейчас загадали. Он друг души, а это значит, что вы не просто сексуальные партнеры. Друг души – это значит, что вы с ним тоже партнеры по жизни. У вас общие интересы, у вас общие вкусы, наклонности, предпочтения. Вам интересно с друг другом беседовать на разные темы. Вам интересно делать какие-то дела вместе, помогать друг другу, поддерживать друг друга. А крест говорит послан судьбой. И знаете, здесь я вижу, что он вам послан для того, чтобы разорвать какой-то кармический узел. Бывает так, что предыдущие отношения были такие плохие, такие сложные, вы так настрадались, намучились. Тогда выходят крысы, а за крысами сразу крест.
То есть предыдущие отношения были кармические крысы, а следующие отношения по судьбе, и там сразу собака. То есть это будет совершенная противоположность вашему бывшему. Вот то, что бывший был, это будет все наоборот. Почему вы расстались с бывшим? Вы сейчас, девочки, сами себе честно признаетесь. Потому что мы с вами здесь тет-а-тет разговариваем. Почему вы с ним расстались? Что он такое сделал? Что он за человек такой? Конечно, не каждый человек нам подходит. Может быть, вообще бесит его поведение ежедневное. Может, он себя в быту ведет по-хамски, не помогает вам, но презирает вас, не ценит вас как женщину, не ценит вас как человека, а использует вас. Это может быть бывший, который уже ушел, но и с катертью дорожка. Или, понимаете, бывают такие бывшие, которые, вот вы еще с ним, а он уже бывший. Вы знаете, бывает такая ситуация, да? Вы еще с ним живете, а вот чувствуется он как бывший. Никаких чувств к нему уже нет, все уже остыло, все уже надоело, все уже, как вы знаете, что будет дальше. Если он изменял, он будет изменять. Если он слушался маму, он будет слушаться. Мама – это его прошлое. А он все равно туда идет, вот он как такой ребенок. Маму слушается. С вами у него отношения несерьезные, потому что мама сказала, то и делает. Куда ветер дует, туда он и идет. Своего мнения у него нет. Он повторяет мнение других людей. Вот такое. Г, да? Бывает так, что мы с ним еще живем, а он уже бывший. Девочки, вот к вам обращаюсь. У кого такая ситуация? Вы с ним живете, а он уже чувствуется как бывший. А это значит, что этот кармический узел, он давно уже, знаете, как истлел, сгнил. Этот кармический узел уже сгнил. Уже вот такое расслевание произошло. Он уже разложился, этот узел. Вот по крысам это вот это. И теперь уже пришло время встретить свою судьбу. И вот я вижу нижний ряд. Я вам сейчас этого мужчину опишу. Клевер. Это может быть встреча случайная. Абсолютно на пустом месте. Вы вообще не готовы. Вам даже кажется, вы не выглядите как номер один, да, в это время. А просто так идете по своим делам. И вдруг, бац, встреча. Просто притяжение. Увидели друг друга, глаза встретились, и все. Как в сердце проник. И все понятно. Все как на ладони. И это такое животное притяжение. Когда феромоны эти работают, да, вот это по карте медведь. Включилась какая-то чуйка медвежья, да, у него и у вас. И внезапно, потому что коса – это внезапно. Это внезапное притяжение. Да, сад – это может быть и у вас в городе, и по интернету. И все, друг душе, все на всю жизнь. Просматриваем, девочки, в этих картах. Здесь всего лишь 10 карт. Ну и сигнификаторы. Вы и он, да, потому что сигнификаторы, они активируют расклад. Тогда расклад становится как будто заказанный вами. Активируем эти карты, и мы видим, что есть ли совместимость в вашей паре, я спрашиваю, есть ли совместимость в вашей паре? Ключ, плетки, якорь, крыса и крест. Вы заслужили это. Вы заслужили это счастье с этим мужчиной, потому что крысы – это страдания в прошлых отношениях. Все, страдания закончились. Вы заслужили счастливые отношения. И вы друг другу по судьбе. Его ряд тоже очень простой. Как дважды 2 – 4. Это арифметика. Нормально, легко считается. Клевер, медведь, коса, сад и собака. Друг души. Клевер – это удачная встреча. Удачная встреча по судьбе. С настоящим мужчиной медведь и внезапная встреча. Вот именно что, как вы поймете, что эта встреча именно ваша, этот мужчина именно ваш. Это случайно, внезапно. Пришли в гости, а он там, да? Пришли в библиотеку, а он там. Поехали на курорт, а он там. Неожиданное. Включили интернет, просматриваете там файлы других людей, наткнулись на его фотографию. Такое чувство, что давно знакомы. Вот это коса, это карта коса. И она говорит, это судьба, все. Сработало притяжение, канал изобилия. А вообще у Вселенной есть канал изобилия для каждого человека.
И когда я выкладываю карту женщины и мужчины, это открывается канал изобилия именно для вас и для него. И все на всю жизнь. Крест и собака. Крест – это судьба, судьбоносно. То, что запланировано было во Вселенной по роду вашему и по его роду. Ну а собака – это, естественно, когда наконец-то заканчивается эта ложь, его вранье другого человека, предыдущего. Обман, его притворство, вот это все бывшее сходит навсегда. Крысы съели всякую дрянь. И у вас новые отношения, счастливые отношения. Крест и собака. То есть на всю жизнь дружелюбный. Да? Крест-собака. На всю жизнь это крест, а собака дружелюбный. На всю жизнь верный. На всю жизнь постоянный. Потому что там еще и якорь. На всю жизнь человек, который не предаст и не обманет. И я вам скажу, что у вас вот именно такие отношения будут складываться с тем человеком, о котором вы сейчас думаете. Очень здорово получилось. Я очень рада, что такие вышли замечательные карты, рассказали вам подробно все. Причем экспресс-расклад. Здесь мы просто четко говорим. Ленорман, он слова складываются в предложения, все легко и просто раз-раз разложил. И я люблю по делу. Я вообще человек такой, да, который любит конкретику по делу. Все ясно и просто. Все, девочки, на этом этот расклад я заканчиваю. Можно посмотреть мои другие расклады, и предыдущие, и будущие. Везде с вами побеседую, все растолкую. Вы просмотрите свое будущее. Можно отношения просмотреть, знать, что делать дальше, как он будет себя вести. Все видно и в предыдущих, и в будущих моих раскладах. Так что приглашаю вас всегда и всегда готова вам помочь, подсказать и с вами провести приятное время. Люблю вас всех, обожаю. Посылаю вам обнимашки и будем видеться скоро.